Всем привет, меня зовут Дима, мой ник Саксой. Сегодня я расскажу про использование информации в Asint. Пара слов о себе. Я работаю в безопасности, занимаюсь разработкой антибот и антифрод решений, ну и в качестве хобби занимаюсь Asint. Здесь я представляю DC 7495 на митапах которого сообщества. Обычно рассказываю доклады про поиск информации и про приватность. Немного о том, как будет устроен сегодняшний доклад. Я расскажу, почему мы вообще заводим речь про утечки в поиске информации из открытых источников. Покажу пару примеров про то, как сервисы частично раскрывают нашу информацию, и про то, как сервисы раскрывают все про нас, что только можно. И еще мы обсудим немного в целом экосистемы сервисов крупных IT-компаний, что с ними не так и что с этим делать. Про информационные утечки. Речь будет идти не о сливах больших количеств данных, не о базах, которые выкладываются, не об общедоступных Excel-документах с зараженными ковидом, а о классических таких уязвимостях Information Disclosure. По каталогу Common Weakness Enumeration это CWE200, и называется это официально Exposure of Sensitive Information. Это уязвимость, вернее, тип уязвимости, который занимает 7-е место из 25 в топе за 2020 год, и, по сути, это одна из самых распространенных типов уязвимостей, но при этом одна из самых недооцененных. Во-первых, потому что большую часть таких уязвимостей представляют какие-то простые случаи с утечкой дебаг информации в логах, с малозначительным раскрытием информации, которая не поможет залезть хакеру в систему, но при этом всегда остается возможность раскрытия очень чувствительной информации. Например, как в случае с раскрытием администратора группы Facebook в исходном коде страницы. Собственно, кейс, который представлен на этом слайде, кейс, в котором за 2,5 минуты ресерчер получил 2500 баксов. Просто за то, что открыл исходный код письма и нашел там в приглашении вступить в группу чувствительные данные, которые, по сути, должны быть скрыты ото всех. И если такой кейс вас не удивит, то вот, например, другой кейс с нахождением личных паспортных данных бывшего премьер-министра Австралии просто в исходном коде страницы сайта авиаперевозчика. Ссылочка там тоже приложена, довольно интересный случай. Это причина, по которой нельзя публиковать в социальных сетях свои билеты, потому что на каждом авиабилете перевозчик печатает номер пассажира по международной классификации, и по этому номеру пассажира можно совершенно без какого-то пароля зайти на сайт авиаперевозчика и там просмотреть какие-то личные данные по своим полетам. Ну и в том числе какие-то перевозчики в исходных кодах страниц прям сохраняют все доступные данные из базы. Ну и, собственно, в чем роль утечек в Asint именно в текущем комьюнити, то есть в сообществе энтузиастов, которые занимаются поиском информации в открытых источниках. В качестве примера я здесь прикрепил скриншот переписки с HR одной из известных компаний российских, который постучался ко мне и в качестве такого описания того, чем они занимаются, сказал, что они те, кто качают Asint в России, рассказывают людям про уязвимости и дают возможность пользоваться этими уязвимостями. Собственно, это позиционирование, которое сквозит много откуда, и не только в российском комьюнити, потому что утечки персональных данных — это, по сути, золотая жила. Полулегальная, неофициальная, но позволяющая искать много информации о людях и монетизировать их. Где утекают персональные данные? Ну, это не так сложно. На самом деле, практически все сервисы, которые имеют у себя базу данных с личными профилями и имеют какую-то функциональность по регистрации, авторизации, восстановлению пароля, в этих же местах и допускают утечки. Вместе с тем и просто в исходных кодах страниц бывают скрыты данные, которые исходно полагаются приватными и никому не раскрываются.
Плюс часто есть функциональность такая, как вот инвайты Фейсбука, которые уже я озвучил, как предоставление каких-то полномочий, разрешения, ну и вообще любые пользовательские взаимодействия. Везде в этих местах мы можем найти при пристальном взгляде утечку каких-либо персональных данных. Простой пример. Это на самом деле не утечка, потому что здесь нет приватной информации, вся она публична. Но интересный кейс для старта. Если вы попробуете зарегистрироваться на сайте VirusTotal, то достаточно начать вводить юзернейм в соответствующем поле, как на сервер начнут отправляться запросы с этим юзернеймом для проверки, зарегистрирован он или нет. Казалось бы, что должен вернуть этот запрос к серверу? Он, наверное, должен вернуть вам булевое значение «да» или «нет». На самом деле он возвращает массив всех доступных данных о пользователе с таким никнеймом. Ну, если он есть, то вот, пожалуйста, вам портянка с именем, с никнеймом, с датой регистрации, со статусом и так далее. Если его нет, ну, как бы, извините, ничего. И такие кейсы встречаются достаточно часто, и иногда в таких данных прилетают и совершенно неожиданные поля. Но мы перейдем дальше к частичному раскрытию данных и начнем как раз с регистрации и авторизации. Возможно, вы узнаете сервисы, которые приведены на этих скриншотах. Это достаточно простой флоу восстановления пароля, который, тем не менее, предлагает вам убедиться, что вы отправляете какой-то код для восстановления на тот ящик или на тот телефон, который принадлежит вам. Facebook, например, раскрывает почти все реквизиты, которые у вас есть, закрывая звездочками. По теме звездочек есть отдельные ресерчи о том, как можно эти звездочки, скажем так, раскрывать, даже восстанавливать номер полностью, используя восстановление пароля на разных сервисах. Об этом будет чуть позднее. Суть в том, что практически любой сервис авторизации имеет такую функциональность и позволяет вам, зная адрес аккаунта, узнать и примерный его почтовый ящик привязанный и номер телефона. Это реальный пример одного из российских провайдеров связи. Как вы видите на верхнем слева скриншотике, если человек помнит номер договора или телефон, или имейл, то он, по сути, может восстановить полностью доступ ко всему остальному. Поэтому, если вы знаете чей-то номер договора, чей-то телефон, чей-то имейл, то вы его вбиваете, продвигаетесь дальше по экрану, и вам предлагается строка с закрытыми звездочками, остальными реквизитами, но при этом в AJAX-запросе к серверу, в ответе на AJAX-запрос, прилетает полная портянка с номером договора без звездочек, с почтовым ящиком, который тоже немного закрыт звездочками. Вот как видите, там строка МАС, звездочки, собака, МА, 2 звездочки, еще 2 звездочки. Я думаю, всем можно догадаться, что это Mail.ru, а зная фамилию человека, на которого зарегистрирован этот договор, можно и предположить, какой имейл был до собаки. Собственно, что вы можете получить в общем случае, когда пользуетесь такой функциональностью? Вы можете получить кусочки персональных данных по любому идентификатору, который считается первичным в системе. Это либо какой-то айдишник, например, в случае Фейсбука, это юзернейм, который уникален в пределах сервиса, это номер телефона и имейл, то есть фактически любые данные, которые у вас есть на человека, они могут стать входной точкой к тому, чтобы восстановить все остальные. Естественно, если использовать в связке множество сервисов, то вы получаете возможность собрать все номера, все имейлы, которые привязаны к человеку. По сути, все это сводится к массовой эксплуатации механизма восстановления пароля, логина, регистрации. И по поводу этого есть отличный доклад от Мартина Вига, который занялся этой темой в американском сегменте интернета и сделал утилиту, которая позволяет восстановить номер телефона, пользуясь восстановлением через eBay, PayPal, Yahoo и так далее. Ну и вот, собственно, ссылочка на его инструмент и на еще один инструмент под названием Holyhe, который пользуется функциональностью регистрации, плюс извлекает какие-то дополнительные данные, пытаясь восстановить пароль. Инструмент, кстати, активно развивается, я в него тоже немножко поконтрибьютил. Он написан французом, но теперь в нем поддерживаются и российские сервисы, так что можете попробовать.
И важная вещь, о которой здесь хочется сказать, что двухфакторная и вообще мультифакторная аутентификация, про которую часто говорят как про одну из обязательных мер защиты от взлома, она при этом может быть еще и проблемой приватности. Потому что, привязывая какие-то вторичные имейлы, вторичные номера телефонов для восстановления, вы даете возможность сервису эти реквизиты показать еще кому-то и, соответственно, узнать про вас больше информации. А мы тем временем начнем говорить про полное раскрытие данных. И в качестве примера я приведу кейс с раскрытием электронного ящика Google по запасному электронному ящику. Думаю, все, кто пользовались аккаунтом Google, получали время от времени уведомление о том, что не хотите ли проверить свою безопасность, настройки приватности, а привяжите резервный электронный ящик. Вдруг вы забудете свой пароль, мы вам вышлем для восстановления туда что-нибудь. Неудивительно, я думаю, что у Гугла в большом количестве его сервисов кое-где просачивается функциональность, которая позволяет связать эти два номера. В данном кейсе это получение прав доступа в Google Analytics. Тут нет интерфейса, только сообщения, поэтому расскажу на словах. Все просто. Вы хотите предоставить кому-то доступ к аналитике сайта и вбиваете его email. Если этот email, скажем, который расположен на Mail.ru, если он является запасным резервным электронным ящиком какого-то ящика на Mail.ru, то появляется подсказка. А вот мы знаем, что этот ящик является альтернативным по отношению к такому. Вот. Это, собственно, казалось бы, какое-то раскрытие приватной информации, но при этом до сих пор это не пофикшено, и официально тому ресерчеру, который это нашел, ответили, что, это, да, не баг, это фича, так надо. Интересная вещь, что вместе с электронным ящиком первичным здесь еще раскрывается и уникальный идентификатор пользователя, который называется Gaia ID, о котором мы еще немножко поговорим. Собственно, что вы можете делать с утечками такого типа? Вы можете получить реальный аккаунт человека, который анонимен. Это достаточно частый кейс, когда люди используют несколько электронных ящиков, и один из них, привязан к их реальной личности, иногда даже содержит в имени их имя и фамилию. И достаточно распространенный кейс, когда вы привязываете его в качестве резервного. Таким образом можно восстановить цепочки по одному ящику, найти другой. Подтвердить, например, что два ящика принадлежат одному и тому же человеку, и более того, использовать тот самый ID-шник учетной записи Google, чтобы получить информацию из других сервисов. Есть инструменты, которые это используют. Собственно, один из них — это даже бот в Телеграме, который позволяет просто вам прислать электронный ящик и в ответ получить бесплатно, без регистрации СМС, почтовый ящик Google, который привязан к этому электронному ящику. Давайте рассмотрим для сравнения еще одну уязвимость, которая тоже позволяет раскрывать почту, но при этом действительно была засчитана уязвимостью со стороны Google. Она была немного сложнее и хитрее и позволяла, опять же, при знании идентификатора пользователя получить основной email. Заключалась она в следующем. Я думаю, многие из вас заходили в настройки в дашборд Google и, возможно, видели, что в URL находится тот самый цифровой идентификатор. Естественно, человек с майндсетом хакера или асинтера, он сразу же подумает, что получится, если этот идентификатор сменить. Так подумал один из ресерчеров, ссылка на райтап которого ниже на слайде, и попробовал заменить его на другой идентификатор абсолютно случайного пользователя. Его перекинуло на страницу логина с приглашением добавить новый электронный ящик к его существующей учетной записи. И поле ввода было уже заботливо заполнено основным электронным ящиком того человека, которому был сопоставлен этот айдишник. Собственно, возникает вопрос, а что еще можно делать с такими айдишниками, если они, по сути, позволяют выяснять всю связку всех данных пользователя? Касательно самого Гугла и его экосистемы, на этом скриншотике приведена только часть всех сервисов, которыми владеет Google. И наверняка в большую часть этих сервисов вы так или иначе заходили, пусть даже случайно. И вместе с тем у Гугла есть только один аккаунт,
который позволяет заходить в эти сервисы, что вполне справедливо и удобно. Вам не нужно регистрироваться везде, вам достаточно иметь просто ящик электронной почты на Gmail. Вместе с тем возникают и, разумеется, риски, которые при компрометации учетной записи на каком-то одном сервисе позволяют узнать о вас информацию на других сервисах. И переходим к использованию того самого идентификатора Гугла. Что вы можете получить, если у вас есть идентификатор? Это можно сделать прямо сейчас при наличии абсолютно любого айдишника. Вы можете узнать имя пользователя, время последнего изменения профиля, те сервисы, которыми юзер пользовался, YouTube-каналы, которые, возможно, связаны с этим айдишником, юзернеймы, публичные фотографии, даже модели телефонов и прошивки, ревью на картах Google и вместе с тем физическое расположение человека, и даже события из календаря Google. Тут надо еще сделать оговорку, что при максимальном уровне приватности пользователя, когда он закрыл везде доступ, конечно, часть этих данных вы не увидите. Но давайте спросим себя, кто настраивает уровень приватности у себя на максималку, как только регистрируется в Гугле. Ну, немногие люди. И, собственно, как можно эту информацию получить? Это относительно новая тулза, называется Ghunt. Вам достаточно иметь только ящик электронной почты, который привязан к Google. Он может быть абсолютно на любом домене. Вот здесь, например, приведен на скриншоте пример live.fr, французский. И по ящику утилита вам найдет всю доступную информацию, которая есть в Гугле. Утилита активно развивается, так что не буду удивлен, если она начнет подтягивать какие-то совсем экзотические данные в будущем. Естественно, Google — это не единственный пример экосистемы сервисов, которая раскрывает о пользователе все, что можно, и не единственный пример экосистемы, в которой на один аккаунт завязаны все остальные сервисы. Яндекс берет пример, но при этом пытается все-таки обезопасить пользователя, за что им большое спасибо. На схеме на слайде представлена связка сервисов Яндекса, такие как, например, музыка, коллекции, Яндекс.Дзен, Яндекс.Отзывы. И не во всех этих сервисах можно по никнейму пользователя и по его почте получить профиль. Но вместе с тем они используют некий набор идентификаторов, допустим, как логин, так и внутренний айдишник или public ID. И по этим идентификаторам так или иначе можно из одного сервиса выйти на другой. В одной группе в Телеграме, которая владеет одноименным ботом How to Find, немножко прорекламирую, ребята исследовали эту тему, я тоже к этому активно подключался, и у них есть целый алгоритм того, как можно найти всю информацию о пользователе, имея только его одну учетную запись в каком-либо из этих сервисов. Подчеркну, что эта запись может быть абсолютно анонимной, то есть она может быть названа совершенно другим именем, у нее не будет никнейма, будет только некий public ID. Поэтому public ID можно выйти на все остальные аккаунты. И как пример, в ходе исследования ребята зарепортили уязвимость в Яндекс.Дзен. Они нашли просто в исходном коде public ID создателя статей на Дзене. То есть, для примера, чтобы всем было понятно, анонимные каналы в Телеграме. Как вы думаете, сколько бы могли заплатить на черной бирже за уязвимость, которая позволяет найти автора канала в Телеграме? Довольно много. Яндекс заплатил $100, за что, в принципе, им большое спасибо, что они рассмотрели эту уязвимость и закрыли ее. Но риск того, что в любом из этих сервисов может случиться утечка данных, и внезапно вы через этот сервис раскроете про себя еще больше личной информации, этот риск присутствует. И не останавливаясь на Яндексе, давайте подумаем о том, что находится с нами всегда. Это наши телефоны. И телефоны производят большие вендоры, тоже с большой экосистемой сервисов. И чаще всего это, прямо скажем, сервисы не самого высокого качества. В ходе ресерча, опять же, были найдены несколько таких интересных вещей, как, например, восстановление доступа у одного из вендоров, которое раскрывает все привязанные электронные ящики и номера телефонов. Плюс еще модели устройств, в которые вы входили,
хоть раз со своей учетной записи, и даже точки доступа Wi-Fi, к которым вы подключались. То есть все точки доступа, которые были сохранены на вашем телефоне, они сливались телефонному вендору, и он теперь может для восстановления доступа их показывать абсолютно всем. Естественно, по точкам доступа можно восстановить даже физическую локацию человека, просто ориентируясь на открытые карты с геопозицией разных точек по названию. И если этого было мало, второй вендор телефонов, который позволяет мало того, что получить уникальные идентификаторы, так еще и на других сервисах позволяет запрашивать огромными батчами информацию по пользователям просто по User ID. То есть достаточно узнать любой идентификатор. Вот вы видите, что у человека телефон фирмы такой-то, вы идете, восстанавливаете пароль по e-mail или по номеру телефона, видите идентификатор, идете в другой сервис того же вендора и запрашиваете информацию подробную из базы, и, пожалуйста, у вас уже фактически целое досье на человека, составленное только на основе знания того, какой у него номер телефона и какая у него модель. Собственно, что с этим совсем делать? К разработчикам предложение простое. Пожалуйста, не позволяйте утекать персональным данным. Логика такая, что можно запрашивать всегда какое-то дополнительное подтверждение. Как это делает, например, ВКонтакте, когда вы пытаетесь восстановить доступ, он уточняет, а какая фамилия у того профиля, которому вы пытаетесь этот доступ восстановить. Либо, как тоже делают некоторые сервисы, они пишут, мы отослали вам уже письмо на тот электронный ящик, который привязан. Как бы если вы его получили, то вы восстановите. Не получили, увы. И таким образом информация не раскрывается. Но не всегда это возможно, и поэтому есть простые советы, которым можно следовать. Во-первых, делать мониторинг и алертинг. Любые запросы, они, как правило, где-то логируются, как правило, где-то появляются на графиках, и вы видите количество запросов в минуту, которое приходит на сервис. Если начинается массовая эксплуатация этого механизма, такого как восстановление паролей, или запросы к какой-то ручки, которая обычно дергается Аяксом, а тут внезапно через нее начали брутить миллионы айдишников, чтобы вытащить личную информацию, вы должны это увидеть. Поэтому это определенно нужно логировать, мониторить и ставить алерты на превышение какого-то порогового значения. Кроме того, есть простые механизмы рейт-лимита, когда вы не позволяете сделать больше запросов, чем вам кажется разумным, допустим, там 100 запросов в минуту с айпишника, или даже капча. Recaptcha V3 от Google позволяет пользователям заходить на сайт, вообще не вводя абсолютно никаких подтверждений того, что человек не робот, не разгадывая какие-то загадки, просто на основе репутации человека, которая собирается по посещению других сайтов этим человеком в интернете. Таким образом, можно довольно прозрачно сделать верификацию того, что это действительно был запрос от человека, и что это не массовая эксплуатация каких-то запросов для получения личных данных. И предложение ресерчерам, собственно, если вы внезапно нашли какую-то утечку или то, что вы думаете является утечкой, естественно, это лучше всего зарепортить. И максимально писать импакт, который вам в этом видится. Если там действительно есть личные данные, которые при этом можно связать с данными другого сервиса и таким образом сдианонить человека, то лучше об этом упомянуть, чтобы люди, ответственные за этот сервис внутри компании, поняли, что это действительно серьезно и что нужно принять какие-то меры. Не факт, что вы получите за это какое-то вознаграждение, но при этом по меньшей мере ваша совесть будет чиста. Но если действительно эта уязвимость не посчиталась уязвимостью, и это только некая фича сервиса, то остается только ее положить к себе в арсенал и написать какой-нибудь инструментик, который позволит вам ее при необходимости использовать. Некоторые ссылочки на материалы, которые не вошли на слайды, но которые тоже будут, безусловно, полезны, очень советую потом почитать и ознакомиться. И, собственно, на этом все. С вами был Дмитрий с ником Саксой. Напомню, что я представляю здесь DC7495, ссылка на сайт на слайде. И также еще порекламирую свой каналчик в Телеграме Ascend Mindset и How to Find, группу ребят, которые ищут подобные уязвимости и рассказывают о том, как можно их использовать для поиска информации. Спасибо. Вопросы?
А не находил участники Сбербанка, не было у тебя опыта ли общения с их безопасниками? Вот интересно, ты просто сказал зарепорти, но это, мне кажется, не всегда хорошая стратегия именно, репортить уязвимости там, где нет баг-баунти. Да, ты прав. Работать по РУ — это такое, и репортить уязвимости в какие-то государственные, прогосударственные или аффилированные компании — это, конечно, чревато. В Сбербанке есть несколько фичей, по меньшей мере были, которые позволяли, допустим, электронный ящик учетки узнать, или вообще довольно простые вещи. Например, в приложении Сбербанк онлайн можно по адресу получить данные человека, который владеет вот этой квартирой. То есть нужно просто знать, куда зайти, там выбрать все регионы, ввести «я хочу оплатить вот за квартиру», и тебе вот, да, вот вы такой-то, 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 такой-то вот номер договора, пожалуйста, переводите деньги. Я на Дом-клике подобное видел. Неудивительно. Спасибо. Все. Спасибо.